Здравствуйте, друзья! Вот пришла зима и снегом ломает теплицу. Ну что, свой дом это хорошо, но при этом свои издержки. Постоянно что-то нужно делать, ремонтировать, доделывать. И вот сейчас вот проблема возникла с теплицей. Вот посмотрите. Видите, насколько провисла от снега крыша. Вот, видите, какой пузырь? Вот еще один. Это я уже частично снял. Вот еще пузырь. То есть проминает внутрь поликарбонат, прямо вминает его. Если снег не убрать вовремя, то вообще сломает. Сейчас буду убирать снег. И надо с этим что-то делать. Ну, это самодельная теплица. Сделана добротно, но я посмотрел, как сделаны заводские теплицы, и сделал в принципе по тому же как бы принципу. Но надо добавлять вот эти вот промежутки, изогнутые арки, добавлять вот сюда наверх. Вот здесь вот ниже, в принципе, не обязательно. Вот сюда в верхней части, в верхний полукруг надо добавлять, потому что вот этот проем 2 метра, он не выдерживает никакой критики. Снег, если просто выпал снег до 10 сантиметров, она еще держится. Если же снега больше, то ее начинают проминать, проламывать. Все, у кого есть свой дом, дача, есть теплицы, рано или поздно сталкиваются с этой проблемой. Снег прилипает к теплице, налипает, накапливается, и в конце концов, если его вовремя не убрать, то и ломает поликарбонат, а иногда и каркас теплицы. Вот у соседа сломанный поликарбонат еще в прошлом году. Каковы причины, почему снег налипает? В теплице всегда немножко теплее, чем на улице. А в солнечную погоду то и значительно теплее. То есть при температуре на улице минус 10-15 градусов, в солнечную погоду в теплице может быть около нуля. То есть вот вам и все предпосылки, чтобы в теплице уже начал прилипать снег к теплому карбонату. Также осенние вот эти снега бывают мокрыми. Мокрый снег тоже хорошо налипает, оставляет такую шершавую поверхность после себя. И потом уже следующие снегопады легко накапливаются, и снега становится все больше и больше. Если вы не находитесь, допустим, это дача у вас, и вы не находитесь на место постоянно, не имеете возможность приехать, почистить теплицу, то вам надо подготовиться к этому, чтобы снег не сломал вам ее. Что для этого можно сделать? Можно оставить двери открытыми, то есть зафиксировать в их покрытом состоянии, ну так, чтобы и ветер не повредил двери, и тогда она будет проветриваться, и температура в теплице будет такая же, как и на улице. Это даст вам шанс, что снег не будет прилипать, а просто будет его сдувать. Это хорошо помогает. И второе, надо подготовить каркас, чтобы он был достаточно прочным, чтобы выдерживать какой-то уровень снега на себе. То есть вот эти вот стандартные теплицы, когда внутренние арки идут через 2 метра, они в таком случае не подойдут. Надо ставить дополнительные арки или поперечные перемычки между арками, ну хотя бы чтобы каждая, для арок, допустим, каждые полметра стояла арка. А если для перемычек, то там, я думаю, сантиметров по 30
надо ставить перемычку. Можно ставить из того же профиля, из которого сделана теплица, или сделать деревянные брусочки, которые закрепить на каркасе, которые будут поддерживать поликарбонат. Если же у вас есть постоянный доступ, вы где-то находитесь рядом или можете приехать после снегопада и почистить, то лучше, конечно, это делать своевременно, потому что вот эти такие проминания для поликарбоната, они ну, не обходятся без последствий. В этих местах впоследствии образуются трещины. Если раз-два у вас промяло теплицу, то высока вероятность, что в этом месте карбонат треснет. Треснет, в конце концов сломает, придет в негодность. Я своевременно не почистил теплицу, мне как раз ставили окна, еще привезли доски, в общем, было не до этого. Занимался другими вопросами, и вот через 2 дня уже чистка теплицы, но уже есть последствия. Думаю, все-таки маленько укрепить каркас теплицы, добавить туда арки. Есть для этого уже профильная трубка 20 на 20. Теплицы у меня самодельные, сварные. Каркас, в общем-то, жестко стоит, не шевелится, не под ветра, не дребезжит. Добавлю туда перемычки, усилю поверхность сотового поликарбоната, чтобы она не приминалась при падении снега. Это, в общем-то, добавит шансов на то, что теплица будет выдерживать более тяжелый снег, чем, допустим, обычная теплица. Для чистки теплицы вы используете вот такую вот самодельную тяпку, палка метров 5 длиной. С торца прибита другая палка с распорками, чтобы ее не сломать. И вот такой вот тяпочкой я как бы сталкиваю снег в одну сторону, или от себя, или на себя тяну. И, в общем, постепенно счищаю снег с теплицы. Когда на улице тепло, ну, градусов до 5 мороза, то снег с теплицы скатывается легко, он соскальзывает к нему. Там образуется такая водяная прослоечка между теплицей и снегом, и его достаточно легонько толкнуть, и он скатывается. Если же холодно, как вот сейчас, около 25 градусов, то его, конечно, снять не так легко. Он твердый, прилипший. И, ну вот эти вмятины. Вот такие вот вмятины образуются при накоплении снега. Этим теплицам уже, наверное, лет около 10. Но это проблема теплицы соседа. Эта проблема возникает каждый год. Но на этот год я хочу все-таки ее довести до ума, усилить маленько, чтобы не так уж сильно беспокоиться об этой проблеме. Потому что держать теплицу постоянно открытой тоже не выход. Где-то в феврале у меня начинаются работы в теплице, до февраля, подготовка. То есть ее уже открыто не пойдет. Ну вот такие вот дела. Обычная хозяйственная работа, никуда от нее не денешься. Кто имеет свой дом, знает, постоянно есть чем заняться. Ну, на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. До свидания.